Ну что, ребята, всем привет! Наверное, это новый влог. Я уже выпрямила волосы и собралась на съемку. У меня сегодня съемка для одежды по гольфу. Но у меня с утра радостное событие. Мне пришла моя новая сумка. Конечно, с этой сумкой вообще очень интересная история, потому что я не знала, что Джун на день рождения мне хочет подарить большую сумку, поэтому я заказала ее себе сама еще до своего дня рождения. Но теперь у меня две большие сумки, что очень круто. И наконец-то пришла та, которую заказывала я. Она у меня от бренда Teddy Blake. И мне безумно нравится, как она выглядит. Итак, вы готовы? У меня теперь есть и черная сумка, и бежевая сумка. Смотрите, какая красота! Как я уже говорила, мне очень нужна была сумка большая для того, чтобы я спокойно могла положить камеру, вообще все, что мне нужно, например, для съемок. И все сумки мои были достаточно маленькие, поэтому вот она, моя новая прекрасная сумочка. Ой, ну мне очень нравится. Открывается она вот так. Внутри очень-очень-очень-очень много места. Также есть большая ручка, вот такая длинная, чтобы было удобно. Ой, я так рада. И я думаю, что я сегодня, так как еду как раз на съемку, обязательно возьму ее с собой. Так что я теперь вообще в полнейшем арсенале больших сумок. Мне очень нравится. Она очень подходит к белому, к бежевому, вообще к много чему подойдет. Поэтому супер, возьму ее сегодня с собой. Бренд называется вот так, если кому-то будет интересно. Под видео будет ссылочка. У них очень много красивых сумок, но я себе выбрала вот эту. Джуну тут пришло огромное количество одежды от одного бренда. Мне кажется, у Джуна скоро будет одежды больше, чем у меня. Ой, а где название бренда, думаю? Вот от этого бренда он дорогущий. И видите, как он упакован? Все так красиво. Это прям какой-то этот, как это сказать... Прям закос под дорогущий бренд. Ну, я надеюсь, что этого бренда все получится, конечно. У них есть спортивная одежда, а также просто одежда для повседневной носки. И теперь у Джуна куча всего. Вот так вот. Давно меня как-то не было, наверное, я неделю с лишним точно видео не выставляла, но наконец-то новый влог. На самом деле... Быстренько расскажу, что происходило. На самом деле, последнюю неделю у нас 5 дней подряд были гости. Я просто в шоке с этого. И сегодня у нас такой первый день отдыха, передыха и не знаю чего, но в итоге мы все равно работаем. Джун монтирует видео, я монтирую видео. И за эти все дни... Получилось так, что у меня просто не было времени и сил включить камеру и показать, что я готовила, кого мы встречали, как вообще все приходило, к сожалению. Наверное, я такой недоблогер в этом плане.
Но в первый день к нам пришел, в общем-то, друг Джуна с универа. Он приехал с Вьетнама и первым делом поехал к нам отдавать нам вкусняшки, которые купил для нас. Собственно, сначала мы посидели с ним в один день. В следующий день приехали два друга Джуна, ну, младших товарищей, они все младше Джуна, уже с другого универа. И, собственно, мы встречали в гостях их. Они, кстати, мне на день рождения подарили, знаете, такие индийские вот эти ароматизированные вот эти палочки, которые поджигаешь, и от них благовония, короче. Вот. А нам на новоселье, так сказать, они подарили такое, знаешь, знаете, такую пароварку маленькую для яиц, то есть, чтобы яйца на пару готовить. Вот. Потом у нас в гостях кто же? Была тетя и двоюродная сестра Джуна. Если в те дни я больно ничего не наготавливала, только так какие-то фрукты резала, то в этот день я наготовила лазанью, я наготовила первый раз, пробовала делать стейк. Короче, просто у меня был такой вот, знаете, все дни была какая-то такая кулинарная жизнь. Посидели мы, собственно, с тетей и сестрой. Естественно, все уходили от нас достаточно поздно. Тетя и сестра вообще уехали, наверное, 11:30 ночи, но их забрал их папа, ну, дядя Джуна. Вот. Потом на следующий день к нам в гости приходил папа, брат и девушка брата. То есть мы опять же все сидели у нас дома. И еще вчера у нас были последние гости, наши друзья, Таня с Хуном, и, собственно, мы тоже классно посидели. Я вчера готовила, ну, также сырная тарелка, что-то такое, и готовила синнабоны. Вот, я думаю, что я вставила это вот недавно в таких, как бы, инстаграмных таких видео, в формате инстаграмных видео. Вот, получилось, кстати, вкусно, но я поняла, что в следующий раз я добавлю меньше сахара. Тесто получилось классным, так как я и тесто замешивала, и все. В общем, вот так, вот такой у меня кулинарный поединок с самой собой был. И, естественно, в это время нужно постоянно убирать квартиру и так далее. И, собственно, да, у нас такой был... Такие 5 дней прям убойных были, но что, все равно хорошо, это эмоции, мы со всеми пообщались, как бы поболтали, все классно прошло. Мне, кстати, на день рождения тоже двоюродная сестра, или на новоселье она мне это подарила, не знаю, такие эти... от одного бренда скрабы для тела, очень классные. А друзья нам вчера подарили вообще очень крутой подарок, сейчас покажу. Во-первых, они подарили специальную штучку для Соби. Соби, кстати, вот видите, одну штучку не нашел до сих пор. Ну, Соб, а ты не нашел одну штучку, ты знаешь? Это такая, ну, игра для собак, ее можно стирать, все делать, сюда прятать всякие вкусняшки, и чтобы он вот этим занимался. А ты не нашел вчера, да, представляешь? Ну это и пахнет просто не сильно, да, малыш? Вот, так что для Собечки тоже подарочек перепал вчера от друзей. Вот такая штука. И если вы помните, я рассказывала про друга Джуна, который подарил нам вот такой вот пластиночный проигрыватель. Но пластинок у нас не было, и друзья у них просто, они, конечно, все замечают. Я думаю, Таня просто подсмотрела у меня сторис, что у нас появилось это, но пластинок нету. И ребята подарили нам нашу первую в жизни пластинку. Представляете, это очень круто. Чет Бакерт зовут, видимо, певца. Классно, классно, очень нравится, так атмосферно, так прекрасно. Но Собик тоже все эти дни с гостями, все его обнимали, целовали, говорил, какой он у нас прекрасный, самый сладкий мой. Ты спать хочешь, котенок мой. Вот, поэтому у нас теперь есть пластинка, и я думаю, что это начало такого, знаете, пополнения нашей будущей коллекции. Звучание, кстати, классное, прям такое пленочное, вообще. И у меня впервые такое, поэтому я в таком восторге от этого нахожусь. Вот, так что вот так вот мы проводили наши последние дни. Еще в видео вы, наверное, заметили, что я показывала вам вот это. Это в одном из огромных торговых центров в Корее. Так вот есть мои фотографии и так далее для бренда, для которого я снималась. Я вот взяла 2 штучки таких книжечек у них.
Ну, а сегодня мы что? А сегодня мы доедаем лазанью, доедаем наши синнабоны и работаем, монтируем видео и так далее. Вот, обещают дожди, но не знаю. Посмотрим, что будет. Еще сегодня хотели очень сходить в кинотеатр на Top Gun, вот этот вот фильм, я не помню, как он в русском переводе, но все в восторге, с Томом Крузом фильм. Вот, поэтому если успеем все смонтировать, то сходим. Если нет, то уже в другой день. Так что вот такие вот у нас пока дела. Еще могу показать вам вот такое навье. Смотрите, что у нас появилось. Это мы купили вот эти хлопья, а к ним в подарок шла вот такая штучка. Вот так вот крутишь, и хлопья вываливаются в тарелку. Вот, ну, прикольно. На самом деле я до сих пор продолжаю заниматься дома. Все по тому же сайту. Но я еще включила себе тренировки на спину, потому что у меня есть проблема. Я вот такая вот кривая, у меня очень закрыта грудная клетка, и мне нужно ее расправить. И я, короче, делаю сейчас всякие упражнения на спину, и мне вроде это помогает. Так что, да, моя вот проблема такая сейчас, поэтому я сейчас потренируюсь и пойду дальше монтировать видео. Ребята, Джун только что смонтировал новое видео и выставил на наш канал с моего дня рождения. И смотрите, вчера мне пришли салаты, о которых я вам говорила. Приходят 2 штуки, пришли примерно в 9-9:30 вечера. Еще я их не ела, сегодня вот сейчас на ужин съем. Думаю, какой. Есть, короче, помидоры и сыр, а есть, короче, это, мясо. Лук я уберу, конечно же. Вот думаю, что съесть сначала. Даже не знаю, если честно. Съем, наверное... Не знаю. Ладно, съем вот это, а завтра вот это. Вот. Мы приехали в кино. Будем смотреть... Будем смотреть Top Gun. Фильм, который все сейчас хвалят. Сам торговый центр уже прекратил работу, но кино еще работает. И вот мы пришли, и даже... Нет, не работает, Аня. Он Джун думал, Ильхана? А оказывается, еще даже попкорн можно купить. Оказывается, еще даже попкорн работает и все такое. Мы думали, что уже вообще все не работает, но нет, еще можно купить. Взяли попкорн половинку на половинку, мне соленый, Джуну сладкий, мы любим так. И сейчас Джун делает что-то с парковкой. Тут можно, видимо, зарядить телефон, а здесь я понятия не имею, что это. Какие-то детские штуки. Пока что не пускают смотреть кино, поэтому мы сидим и, кажется, сидим весь попкорн еще до начала, как всегда. Вот, пока сидим, ждем, когда вообще в зал запустят. Людей почти нету. Все идут на какой-то другой фильм. Ну, несколько людей только ждут, то же самое, что мы. Попкорн вкусный такой, какой-то базилик с чем-то. Такая вкуснятина. Почему такого в магазине продают? Вообще не знаю, слышно ли меня. Джун на самом деле хуже меня, он вообще остановиться не может. 다 먹을 것 같은데? 안 돼. 벌써 이만큼 없어졌어.
Ну что, ребята, мы вернулись домой после кино. Я уже умылась, помылась. Будем сейчас ложиться спать. И что я хочу сказать? Кино классное. Кино классное. Главное, что Том Круз. Том Крузу 60 лет. Он выглядит не просто хорошо или отлично, он выглядит просто офигенно. Но много клише много. Ну, 재밌어. И, короче, Том Круз выглядит просто потрясающе. Во-первых, не все 25-летние парни выглядят так прекрасно, как он. Я не знаю, как он как человек, потому что я помню, что-то давным-давно там у него какие-то проблемы с женой, с ребенком были, что-то такое. И еще я знаю про Том Круза, что у него очень странная вера. Типа там у нас в церквях приходишь, там есть иконы, там у буддистов Будда стоит, ну как бы вот такое. А он верит, внимание, в роботов. То есть у них в церкви, оказывается, есть такая вера, стоит вот огромная, типа, я не знаю, что это икона, статуя робота. Короче, почитайте еще об этом, у него вот и есть что-то такое странное, но выглядит он потрясающе. И этот фильм, как я поняла, в русском прокате он называется «Лучший стрелок». По-моему, да, по-моему, «Лучший стрелок». И вот в 2022 году вышла вторая часть, а первая часть этого фильма вышла в 1986. Вы вообще можете... Я так шепелявлю из-за того, что у меня стоит эти на ночь, я всегда ставлю скобы такие. Вы можете просто представить себе, как давно вообще это снималось. И я там посмотрела постеры этого, первой части, господи, там Том Круз тоже красивый, молодой, вообще такой парнишка. Теперь мы очень хотим с Джуном посмотреть первую часть. О самом кино. На самом деле, как вы сейчас Джун сказал, очень много американских клише. Ну вот очень много, одно за другим, но при этом американцы же умеют вот это делать, мой сын, мой брат, я тебя, вот это вот, типа вот эту вот трогательность какую-то, и вот ее было очень много вот таких клише, но сам фильм классный. Типа вы можете предугадать все, что будет дальше, но снято классно, как бы. Атмосфера классная, так что фильм нам понравился, и думаю, что завтра мы посмотрим еще первую часть 1986 года. Посмотреть очень хочется, потому что они немного взаимосвязаны, но, в принципе, если вы не смотрели, можете вторую часть просто посмотреть, и так-то ничего не упустите, но все равно. Вот, так что вот такой у нас был вечерок, время уже 1:44, почти 2 ночи, представляете? Так что мы быстрее ложимся спать.